Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. И в этом видео мы с вами свяжем вот такой брелок в форме кролика. Почему именно кролика? Да потому что я держу вот таких трех прекрасных кроликов. Две девочки и один мальчик. И поэтому я решил связать вот такие брелочки в форме кролика. Вязал я этих кроликов из остатков пряжи. Мне не хотелось вязать мотивы, и что из этих кусочков пряжи было делать, я даже не знал, и решил связать вот такие симпатичные брелочки. Их можно оставить себе, можно кому-то дать в подарок, как сувенир. Вяжутся они очень быстро, размеры у них немножечко разные, потому что пряжа разная. Но по количеству рядов здесь все совершенно одинаково. Вот в этих я сделал вот такие носики, глазки. Это я вышил иглой и черной нитью. А здесь я сделал вот такой носик и закрытые глазки. По размеру брелочки получились у меня вот. Этот примерно 5 сантиметров и эти где-то 6 сантиметров. Я вязал их тонкой пряжей, которой я всегда вяжу все свои салфетки. Примерно толщина такой пряжи в 150 граммах 500 метров. И вязал я крючком, так же как и все свои салфетки, 1,75 мм. Но вы можете вязать абсолютно любой пряжей, абсолютно любым подходящим крючком под вашу пряжу. Ну и соответственно размеры кроликов у вас получатся немножечко другие. И для наполнения кроликов я использовал вот такой наполнитель для игрушек. Это синтепон. Если, например, у вас нет вот такого колечка для брелка, можно сделать даже так же, связав из такой же пряжи вот такую петельку. Ну что, мои дорогие, я думаю, что я все по кроликам рассказал. Теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, придерживаю, оборачиваю. Здесь впереди вот так скрещиваю и здесь придерживаю. Вставляю крючок под первую нить, цепляю вторую нить, вытягиваю ее сюда, вот так у меня здесь образуется вот такая петелька. Теперь я цепляю крючком нить и сейчас вот так пальцем придерживаю, аккуратно палец вытаскиваю и теперь нить протягиваем в петлю. И затягиваем. И вот у нас получилось кольцо амигуруми. В это кольцо нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Вставляем крючок в кольцо, вытягиваем петлю и провязываем столбик без накида. Первый, опять крючок в кольцо, провязываем столбик без накида. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик без накида. Теперь за вот этот хвостик мы сейчас вот так тянем и замыкаем все столбики вместе. Аккуратно, чтобы у нас нить не порвалась. Вот так, в принципе, этого достаточно. И сейчас без соединительных петель мы будем вязать вот так по кругу, по спирали. И сейчас мы начинаем сразу второй ряд. Это мы провязали первый ряд. То есть у нас здесь сейчас 6 столбиков. Во втором ряду мы сейчас будем делать прибавку в каждый столбик. То есть в каждый столбик провязываем по 2 столбика. Вот здесь у меня самый первый столбик. Я в него сейчас провязываю 2 столбика без накида. Вставляем крючок в первый столбик и выполняем столбик без накида. Работа маленькая, неудобно пока держать. Первый столбик. И опять сюда же второй столбик. Без накида. Первый столбик я сейчас помечу маркером, чтобы мне его не потерять, чтобы я знал, где у меня начало ряда. Вот у меня первый столбик. И я вот так просто маркер вставляю за вот одну петлю этого столбика. Вот так. Все.
Первый, второй. Мы провязали 2 столбика в один. Теперь в следующий столбик опять провязываем 2 столбика. Первый, второй. То есть, если в первом ряду у нас было 6 столбиков, в этом ряду у нас будет 12 столбиков, потому что мы делаем по 2 столбика в каждый столбик. Опять первый, второй, в следующий, первый, второй. И вот у меня здесь последний столбик. Первый и второй. Всего у нас получилось 12 столбиков. Здесь у меня уже начало ряда. Сейчас в третьем ряду мы будем вязать 1 столбик, потом прибавка. 1 столбик, потом прибавка. Сейчас снимаю маркер и в этот первый столбик провязываю просто 1 столбик без накида. Все, провязали 1 столбик. Вставляю маркер, чтобы мне не потерять этот столбик. Так, провязали 1 столбик, значит в следующий у нас идет прибавка, то есть 2 столбика. Раз, два. В следующий 1 столбик, в следующий прибавка. Раз, два. Опять 1 столбик, а потом 2 столбика. Раз, два. Опять 1 столбик и 2 столбика. Опять 1 столбик, 2 столбика. И всего в этом ряду у нас получается 18 столбиков без накида. 1 столбик и последняя прибавка. У нас 2 столбика. Раз, два. И вот так мы завершили третий ряд. Теперь в четвертом ряду мы выполняем сначала 2 столбика одинарные, а потом прибавка. Выполняем в первый столбик 1 столбик, во второй столбик также 1 столбик, то есть провязали 2 одинарные столбика. И теперь у нас в следующий столбик идет прибавка. Раз, два. Опять 2 одинарных столбика. Раз, два. И прибавка. У нас идет 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. И так провязываем по кругу. Всего в этом ряду у нас получится 24 столбика. Теперь приступаем к пятому ряду. В этом ряду у нас будет 3 одинарные столбика и затем прибавка. Первый провязали. Вешаю на него маркер, чтобы мне его не потерять. Первый. Всего нам нужно провязать 3. Второй столбик и третий одинарный столбик. И в следующий уже выполняем прибавку. 2 столбика. Раз, два. Опять 3 одинарные. Раз, два, 3. И затем прибавка. 3 столбика, прибавка. 3 столбика, прибавка. И так вяжем ряд по кругу. И всего у нас должно получиться 30 столбиков. Теперь приступаем к шестому ряду. Снимаю маркер. Провязываю первый столбик. Столбик. И отмечаю его маркером обратно, чтобы не потерять.
И вот этот 6, 7, 8, 9, 10 и 11 ряд включительно я просто вяжу столбики, без прибавок. По столбику в каждый столбик. То есть у нас всегда будет сейчас получаться в этих рядах 30 столбиков без накида. Просто по кругу, по столбику в каждый столбик. Вот этот я провязываю сейчас 6, затем 7, 8, 9, 10 и 11 ряд. Просто по столбику. И уже в 12 ряду я вернусь. Итак, я провязал здесь вот последний 11 ряд. И прежде чем приступить к следующей части вязания, то есть когда мы начнем закруглять нашу вот эту работу, я буду сначала вышивать глаза и нос. Чтобы работа у меня не распустилась, я просто сейчас эту нить побольше вытяну, маркер сниму, чтобы он мне не мешал. Я вставил черную нить в иголку. Начать можно с любой стороны, я вот так здесь сзади начну. Я отступлю вот эти первые 2 ряда, и начиная со следующего ряда я уже начну вышивать. Вышили нашему кролику рожицу и теперь продолжаем вязание. 12 ряд. С этого ряда мы начнем закруглять голову нашего кролика. Сейчас выполняем 3 одинарные столбика без накида. Первый столбик, который я отмечаю маркером. Первый. Второй. Третий столбик без накида. Теперь выполняем убавку из 2 столбиков. В следующий столбик вставляем крючок и просто вытягиваем нить. Вот так. Теперь в следующий также вставляем крючок и вытягиваем нить. У нас 3 петли на крючке, и мы их все вместе за один прием провязываем. То есть мы из 2 столбиков сделали 1. То есть у нас получилась убавка. И теперь у нас повторяется 3 одинарные столбика. Раз. 2. 3. И затем у нас идет убавка. Вытянули петлю, в следующий вытянули петлю и закрыли вместе. Итак, провязываем ряд до конца. 3 столбика, убавка, 3 столбика, убавка. И у нас получится всего 24 столбика. Теперь приступаем к следующему, 13 ряду. В этом ряду у нас будет 2 одинарные столбика и убавка. Выполняем первый столбик. Отмечаю маркером. Второй столбик. А в следующие 2 мы уже делаем убавку. Вытянули петлю, в следующий вытянули петлю и закрыли вместе. Итак, провязываем ряд до конца. 2 одинарные столбика.
и затем убавка. И всего в этом ряду у нас получится 18 столбиков. Приступаем к 14 ряду. В этом ряду у нас будет 1 столбик, убавка, 1 столбик, убавка. Здесь вот у меня узелок, я потому что вяжу из остатков пряжи. Вот у меня один кусочек пряжи закончился, и я привязал другой. Итак, начинаем ряд, выполняем. Сначала 1 столбик просто одинарный. Отмечаю, как обычно, его маркером. И затем после этого одного столбика мы выполняем убавку. Вытянули петлю, провязали вместе. Маркер соскочил. И таким образом мы провязываем ряд до конца. Мы чередуем столбик одинарный, убавка, столбик, убавка. Одинарный столбик. И теперь убавка. Вяжем так ряд до конца. Итак, провязали ряд до конца. У нас всего в этом ряду получилось 12 столбиков. И прежде чем приступить к последнему ряду, я сейчас сниму маркер, чтобы он мне не мешал, нам нужно наполнить нашу голову кролика наполнителем. Я беру вот такой синтепоновый наполнитель и буду наполнять голову нашего кролика. И теперь приступаем к последнему, 15 ряду. Нам нужно сделать 6 убавок, то есть у нас получится всего 6 столбиков без накида. Выполняем сразу убавки. В следующий столбик просто вытягиваем нить. И в следующий. Итак, по 2 столбика аккуратно мы закрываем все столбики, то есть выполняем 6 убавок. Сейчас я сделаю 6 убавок и вернусь. Итак, я сделал 6 убавок, но у нас все равно здесь остается вот такая небольшая дырочка. Я оставляю небольшой кусочек нити, может быть сантиметров 15-20, и обрезаю. То есть вот такой кусочек у меня получился. И теперь вот так крючком мы вытягиваем просто эту петлю, нить точнее. Все, никуда она у нас теперь уже не распустится, не денется. И теперь мы вставляем в иглу такую нашу пряжу. И сейчас будем стягивать наши вот эти петли. Вот так, за одну половинку каждой вот этой петли. Вот так я вставляю иглу в следующую. И так в каждую петлю. Все, вот мы здесь прошли по кругу, и теперь аккуратно вот так мы затягиваем нашу работу. Чересчур сильно не тяните, я один раз сильно потянул, и у меня здесь нить прям в самом начале оборвалась. Пришлось распустить несколько рядов, привязывать новую нить и довязывать. Все, вот мы вот так затянули. Теперь берем вот такую штуку для брелков. Я купил это тоже в рукодельном магазине. Прям вот так в пакетике продается несколько штук. Все, и теперь я просто вот эту цепочку сейчас пришью вот этим остатком нашей нити. Я прям иглой одеваю
вот это наше кольцо для брелка. И сейчас просто я здесь по кругу вот так его пришью. Вот так. Опять возвращаю в это кольцо. И сделаю так несколько стежков. Вот аккуратно здесь нужно смотреть, чтобы у нас тут ничего не перекрутилось. Все, я сейчас вот так сделаю несколько стежков, вот так просто по кругу, пришивая вот это наше кольцо. Все, вот я пришил, этого достаточно. И сейчас как прятать, обрезать нить. Ничего, никаких узелков не нужно делать. Мы прям в нашу работу вставляем иглу. Прям можно вот так, насквозь мы все это дело протыкаем. Вот здесь мы все это дело вот так затягиваем. И затем просто по диагонали или как-нибудь вот в следующий столбик, например, я опять вставляю иглу, протягиваю на другую сторону. Все, то есть у нас этого видно ничего не будет, и нить у нас там внутри вот так вся закрученная, то есть ничего у нас здесь не распустится. Вот я сейчас сделаю тут последний раз, вот так. Все, и здесь нить мы вот так обрезаем, вот у нас виден этот хвостик, я его туда-назад просто сейчас протолкну. Все, никуда у нас здесь ничего не денется. И сейчас мы приступим к вязанию ушек. Для вязания ушек мы также выполняем кольцо амигуруми. Берем нить, кладем на палец, придерживаем, оборачиваем, впереди скрещиваем, сзади придерживаем. Вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую и вытягиваем. У нас здесь вот такая петля, и теперь уже мы цепляем крючком нить, придерживаем пальцем, другой палец аккуратно вытаскиваем, придерживаем. И теперь протягиваем нить в петлю, затягиваем. Вот наше кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5 и 6 столбик. И здесь также мы затягиваем работу в кольцо. То есть за вот этот кусочек нити мы тянем и затягиваем. Чересчур сильно не тянем. Вот этого уже достаточно. И теперь мы приступаем уже ко второму ряду. Это у нас первый ряд, 6 столбиков без накида. Во втором ряду мы будем делать 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка. И у нас всего получится 9 столбиков без накида. Вот наш первый столбик. Мы в него вяжем просто 1 столбик. Аккуратно, не спешите. 1 столбик. В следующий столбик мы выполняем прибавку. Раз, два. Опять. Сначала 1 столбик, а теперь прибавка в следующий столбик. Первый и второй. И последний раз у нас идет 1 столбик, а в следующий прибавка. Все, и здесь у нас уже конец ряда. Всего получилось у нас 9 столбиков без накида. Теперь приступаем к третьему ряду. В этом ряду у нас будет 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. И всего у нас получится 12 столбиков без накида. Выполняем сначала 2 столбика одинарные, раз, и в следующий 2. И теперь у нас идет прибавка в следующий столбик. Раз,
2. Опять 2 одинарные столбика. 1, 2. И в следующий прибавка. 1, 2. И последний раз 2 одинарные столбика и прибавка. И вот так мы провязали третий ряд. Получилось всего 12 столбиков. Четвертый ряд у нас идет 3 столбика, прибавка, 3 столбика, прибавка. И всего получится 15 столбиков. Выполнил первый столбик, второй, третий. Теперь прибавка. Опять 3 столбика. 1, 2, 3. Прибавка. И третий раз, последний. 3 одинарные столбика. 1, 2, 3. И идет прибавка. Все, начиная с 5-го ряда мы провязываем просто по столбику в каждый столбик. Просто вяжем по кругу, по столбику в каждый столбик. На высоту какой длины вы хотите, чтобы получились ушки нашего кролика. Я провяжу сейчас примерно сколько мне необходимо, вернусь и скажу, сколько всего рядов у меня получилось. Итак, вот я провязал всего, в итоге у меня получилось 12 рядов. Вот я считаю вместе с вами. Вот он наш самый первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ряд. Вот я вот так провязал, вот до конца дошел. 12 рядов всего. Ну, вы смотрите по вашей плотности вязания, по вашей пряже. Может быть, вы провяжете больше, провяжете меньше. Но вы вот так просто прикладываете и смотрите, как смотрится ухо кролика. Длинное оно или нет. Сейчас вот так мы его пополам складываем. И вот так. Вот такое ухо у нас красивое получилось. Мы просто вот так прикладываем и визуально смотрим, как симпатично смотрится или нет. Длинное ухо или короткое. В принципе, вот эти два я тоже провязывал. У меня вот в этом, по-моему, тоже 12 рядов получилось. А в этом я сделал 13 рядов. Ну вы смотрите визуально, как смотрится. Как вам больше будет нравиться. И теперь мы просто его вот так сплющиваем. И пройдемся соединительными петлями. То есть мы вот так его сейчас закроем. В следующий столбик вставляем крючок. То есть в самый первый у нас столбик здесь. И в столбик на противоположной стороне. Вот так. И выполняем соединительную петлю. То есть мы петлю вот так сразу протягиваем через все петли. Теперь в следующий вставляем крючок и на противоположной стороне. И протягиваем петлю. Опять в следующий. И протягиваем. То есть мы, грубо говоря, сшиваем эти две стороны. Вот так провязали. Вот здесь еще можно на самом уголке провязать еще один раз. Но я сделаю вот так. Я замыкаю, точнее складываю пополам наше ухо кролика. Вставляю сейчас вот здесь просто в уголок. Вот так. И в уголок на противоположной стороне. Не обязательно здесь искать какие-то петли, вы просто куда-нибудь на глаз просто вставляем крючок, цепляем нить и также здесь делаем соединительную петлю. То есть мы наше ухо вот так пополам сложили.
Сейчас вот так одну воздушную петлю я делаю. Отрезаем нить, чтобы нам хватило это ухо пришить. Не сильно много, также сантиметров 15-20 мы вот так оставляем. Этого достаточно. И вот так вытягиваем нить. Все. То есть вот такое у нас получилось ухо кролика. Все, сейчас точно так же провяжите еще одно ухо. И уже потом я вернусь, будем пришивать. Итак, связали ушки нашего кролика, и сейчас мы будем их пришивать. Пришиваем на глаз точно так же. Особых каких-то правил нет. Вы визуально прикладываете к нашей голове кролика, как это будет симпатично смотреться. То есть вот здесь они у меня немножечко, чуть-чуть вот позади. Вот, то есть они ближе к задней стороне у меня пришиты. Вот так. И здесь точно так же. Вот, они у меня ближе к задней половине, они не прям посередине у меня. Вот, видите, немножечко вот так. Также и здесь мы прикладываем. Просто если они будут сильно впереди, тоже как-то очень странно смотрится. Посередине, в принципе, можно, но они как-то очень близко к лицу получаются у нас, к мордочке. Поэтому немножечко вот так больше к задней части их вот так пришиваем. И здесь уже тоже смотрите, как вы хотите. Немножечко, чтобы они были пошире или наоборот поуже. То есть вот здесь я сделал, они у меня вот практически вместе. То есть вот очень близко к нашей вот этой цепочке. Все, и здесь сейчас я пришиваю ушки. И теперь мы также эту нить сейчас внутри головы кролика просто протягиваем в разные стороны, чтобы она у нас там закрепилась. И мы ее просто обрежем. Все, и точно так же мы сейчас пришиваем второе ухо нашего кролика. И все, наш кролик будет готов. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!